Привет, ребята! В этом видео я расскажу вам о том, как познакомиться с филиппинками и где познакомиться с филиппинками. Есть два варианта, каким образом это делать. Первый это онлайн и второй это вживую, то есть оффлайн. Итак, начнем с онлайна. Первое. Это есть веб-сайты, которые используют филиппинки для знакомства между собой и знакомства с иностранцами. Первый это Филиппины Купид, второй это Asian Dating и третий это Pina Love. Это три самых популярных веб-сайта, которыми пользуются филиппинки для знакомства. На самом первом я познакомился со своей женой, с Ори. Далее у нас есть Tinder, Badoo и все остальные приложения. В чем разница между ними и этими веб-сайтами? Эти веб-сайты, да, платные. В Тиндере и в Баду сидит немножко другой контингент девушек. Там чаще люди несерьезные, и они ищут отношений временные. То есть не выйти там замуж, не встречаться длительно. Они ищут, ну, как бы, короткие отношения или им просто скучно. Как правило, это работает так. Если вы не хотите платить, также есть вариант Facebook знакомств. Просто заходите на Facebook, выбираете какой-то город, например, Сибу, Манила, Давао, ну, какой угодно, какой вам нравится и в каком вы бы предпочли жить или провести свой отпуск. Пишите, например, Давао Dating. Facebook вам выбьет несколько групп, далее просто пишите свою небольшую анкету в эту группу. Меня там зовут так-то, мне столько-то лет, я ищу там девушку, жену, просто там для отпуска себе, ну там в принципе можно честно написать, обязательно кто-то ответит. Ну и потом просто посмотрите среди тех, кто вас полайкал, может кто-то вам добавится в друзья, может кто-то начнет писать сам, такое тоже есть. И там уже просто выберите, что вам будет интересно. Теперь самый главный вопрос, как не попасться на развод, чтобы вас не заскамили, не обманули, не выманили деньги и в принципе все остальное. Итак, первое и самое важное, это вы ищете, ну, как бы нормальные профили, где есть несколько фотографий, они должны быть хорошего качества. Хорошего качества я имею в виду, чтобы это видно было, что несколько есть фотографий и они не скачаны из интернета. Есть нормальные фотографии, когда у них плохие телефоны и там плохое качество картинки. И есть как бы фотографии с интернета, где качество, ну, отличается и оно тоже плохое. На это надо обращать внимание. Следующий момент, часто можно прочитать описание. Там большинство пишет правду. То есть если у нас это любят все приукрашивать, здесь часто пишут все, что они хотят. Найти там заботливого мужа или там парня, или они хотят серьезных каких-то романтических отношений, которые приведут или не приведут к женитьбе, вопрос тоже там открытый, но они об этом честно пишут и в принципе чего они ожидают от вас и что они как бы хотят взамен дать. Как бы вот такой вот просто обмен получается. Это первый момент. И второй момент. Это если у вас начинают просить деньги. Ну, ребята, это уже стандартная история. В принципе, если у вас просят деньги кто угодно, это развод, не надо на это вестись. Никогда чужой человек нормальный у вас никаких денег просить не будет. А то есть некоторые, конечно, начинают там писать за то, что у меня там телефон сломался, ноутбук сломался, мне нечем там за свет заплатить, у меня там дядя умер, там у тети там какая-то проблема, в больницу попала. Ну да, там как бы дядя просто умирает по 10 раз в день, и тетя в больнице тоже по 10 раз в день оказывается. Поэтому не надо на это вестись, даже если вы долго общаетесь, ну, там, месяц, два, три перед приездом, не надо отправлять деньги. Скорее всего, это развод, особенно если вас просят. Если там даже действительно все плохо, ну, чисто технически вы еще, ну, никто, даже если вы в хороших отношениях, потому что вы не виделись, вы не живете вместе. Поэтому деньги отправлять точно не надо. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это чтобы у филиппинки была какая-то работа желательно и чтобы у нее было какое-то образование. В обоих этих случаях это значительно сужает возможность каких-либо проблем, связанных с финансами, что у вас там кто-то деньги будет просить и все остальное. Ну и плюс банально, с ней больше будет о чем поговорить, потому что высшее образование есть высшее образование, оно развивает человека. Даже если человек приходит туда протирать штаны, во многих странах это так, то все равно ему приходится контактировать со средой, учиться договариваться, искать знакомых, как-то что-то делать, как-то пролезть. Коммуникация становится лучше, и человек развивается.
даже если он не развивается как профильный специалист, на кого он учится. Это мое мнение. И также, если есть у нее какая-то работа, значит, у нее уже есть нормальные отношения и ценность к деньгам. Люди как бы все понимают, что деньги не достаются просто, поэтому не будет какого-то там отношения потребительского. Ну, либо вариант, когда это у вас будет, снизится в разы в процентном отношении. Итак, переходим теперь ко второму варианту. В принципе, без разницы, вы познакомились с ними онлайн, либо вы познакомитесь с кем-то здесь, по большой части разницы это сильно не имеет, потому что когда вы прилетите сюда, в любом случае практически все начнется сначала. И придется здесь разбираться, обустраиваться, узнавать какие-то некоторые местные моменты, и просто нужно быть к этому готовым. Иногда не такую большую роль играет, где вы познакомились, вживую или онлайн, потому что онлайн до прилета и вы имеете какое-то количество времени, вы можете немного пообщаться и узнать чуть-чуть человека перед тем, как вы сюда приедете. Если даже познакомитесь вживую, в принципе, все тоже будет самое, просто процесс будет чуть-чуть дольше, потому что вы не потратили это время до приезда. Здесь каждый сам уже решает, кому что удобнее. Советы теперь, как знакомиться вживую. Значит, первый вариант – это идти в какое-то многолюдное место и знакомиться там. Первый вариант – это торговый центр, второй – это какой-нибудь парк, ну, где-нибудь рядом с каким-то студенческим университетом, либо там еще просто какой-то там общественный парк, либо любое другое публичное место, где просто есть большое количество людей. Можно там спокойно знакомиться. Просто видите кого-то, вам кто-то понравился, подходите, знакомитесь, и все. Ничего в этом сложного нету, они очень легко идут на контакт. Даже если ничего не получится, то у вас хотя бы самооценка так сильно не упадет, потому что они не будут вам грубо отказывать. То есть, как бы могут дать свой контакт и потом отморозиться. Вот это единственное и все. И некоторые из вас писали о том, что знакомства вживую больше не работают, что все там изменилось. Нет, ребята, ничего не изменилось, абсолютно ничего. Те, кто это пишет, у них не очень большое количество опыта, либо они делают ошибки, которые приводят к таким результатам. Первое. Вы должны нормально выглядеть. Что я имею в виду? Без разницы, какой у вас возраст, вы должны выглядеть нормально. Нормальная одежда, там, я не знаю, не помятая, не с дырками, побритый, если есть даже борода, она должна быть ухоженная, подстриженный, и нормальный внешний вид с улыбкой. Все, вот этого достаточно, и большую часть людей это отталкивать не будет. Следующее – это физическая форма. Следите за собой, чтобы у вас не было огромного живота, такого, как будто спутники вокруг вас летают. Причем неважно, какой у вас возраст. Не нужно быть качком, не нужно быть каким-то, я не знаю, Халком. Просто нормальная физическая форма для своего здоровья. Этого будет достаточно. И самое главное, помните, вы делаете форму, внешний вид не для того, чтобы познакомиться, а самое главное для себя. Познакомитесь или нет, это уже второй вопрос. Самое главное, сделайте это для себя. Вы сами себе будете нравиться, у вас поднимется самооценка, вы будете в себе уверены, а у уверенных людей другая аура вокруг, это чувствуется и это привлекает людей. Да, вот так это и работает. Итак, как я уже сказал, не бойтесь знакомиться вживую, обменялись контактами, позвали куда-то, вместе пошли. Если не получится договориться, познакомитесь просто с другой девушкой и никаких проблем с этим не будет. Они могут прийти на свидание с сестрой или там с подругой. Это абсолютно нормальная история, просто потому что они стесняются, отчасти они вас боятся, вы иностранец, неизвестно, что у вас в голове, поэтому здесь это нормально и обычно так принято. Поэтому не стоит этого пугаться. Итак, теперь у нас самый главный момент, на что обращать внимание вживую. Если вы знакомитесь в торговом центре, это еще не означает, что вы приехали и все будут на вас смотреть. Нет, абсолютно так не бывает. Многие, у кого такие проблемы, кто писал комментарии насчет этого, потому что они изначально выбирают неправильную категорию людей, с кем они хотят знакомиться, и категорию девушек. Что я имею в виду? Если вы идете в торговом центре, так как вы иностранец, во многих городах Филиппин иностранцы это редкость, и обычно люди смотрят либо с интересом, либо просто вы выглядите хорошо, им нравится на вас смотреть. В случае, если вы в торговом центре видите какую-то девушку, которая вам приглянулась, а вы проходите мимо и нет никакого зрительного контакта, она на вас не смотрит, но вам она понравилась,
Вероятности 80-90%, если вы к ней подойдете, ей это будет неинтересно, потому что она изначально на вас уже не смотрит. Поэтому зачем тратить на это время? Выбирайте среди тех, кто на вас посмотрел, кто вам больше понравился, и там будет вам счастье. Приступаем к следующему моменту. Итак, самое теперь главное начинается. Как теперь выбрать нормальную девушку для отношений уже после знакомства? И на что обратить внимание? Пожалуй, самое главное – это обратить внимание на ее семью. Обратите внимание, первое, это на родителей, папу с мамой. Какие у них взаимоотношения между собой, как они общаются, кто в семье главный, кто командует, кто не командует. То есть, в принципе, как это все происходит. Ругаются ли они, либо нет, отношения к детям. И глядя на вот такие вот всякие мелочи, можно очень много узнать о семье и, в принципе, что может быть в голове у вашей будущей избранницы. Я уже не говорю о том, что вы посмотрите на мать вашей девушки, и вы поймете, как будет приблизительно выглядеть ваша девушка, когда она окажется в таком возрасте. Да, естественно, это не 100%, но это довольно частая история, поэтому желательно на это внимание обратить. Вы посмотрели, все там отлично, у вас связываются какие-то отношения, можно как бы радоваться жизни. Но иногда всплывают какие-то некоторые моменты, которые могут все испортить. Итак, первое. Чтобы вы понимали, здесь на Филиппинах культ семьи. Поэтому здесь стараются все друг другу помогать. Братья, сестры, кузены, кузины, двоюродные, троюродные и все там остальные. Если там у кого-то проблемы, они стараются друг другу помочь. Если они, естественно, это могут делать. Так как вы иностранец, некоторые семьи, скажем так, могут ожидать, что вы будете кому-то там помогать, спонсировать, давать там просто деньги, и в принципе теперь жизнь удалась. Поэтому сразу с самого начала надо как бы выставлять границы, что мне нравится ваша дочь, мы будем жить вместе, если у вас там какой-то капец случится, мы там вам поможем. Там в плане того, что там, если у кого-то проблема там со здоровьем, может в больницу попасть, или там, нет денег вообще, и, я не знаю, никто не обеднеет, если купить мешок риса раз в месяц. Они в основном такие, что будут один рис есть без ничего и ничего просить не будут. То есть это как бы нормальная история. Здесь, конечно, уже каждый сам решает. Скажу по своему опыту, я всего дважды помогал семье Ори, когда ее отцу задержали зарплату. То есть я купил там буквально 2 мешка риса за полгода. Я не считаю это большие траты, никто с меня денег больше не просил. И меня спросили, самое главное, могу ли я помочь. Не просто там помоги, а могу ли я помочь, потому что так и так, и все. Если семья не очень порядочная, вас будут сразу разводить на деньги. То чуть ли не с первых дней вашего знакомства. Потом начнется, надо одно, второе, третье. Даже если вы уедете на другую локацию, на другой остров, такое тоже может быть. Поэтому лучше сразу этого избегать, потому что все-таки это ее семья, и вряд ли вы будете выше, чем ее семья, поэтому просто найдите как бы другую девушку и не заморачивайтесь таким большим количеством проблем. Почему я и сказал, что ищите с высшим образованием и работающую. Расскажу на своем примере. У меня у жены высшее образование. Она бакалавр, она учитель, и у нее есть работа. Она работает учителем английского в онлайн-школе. И, в принципе, там еще преподает несколько предметов тоже в онлайн-школе. В принципе, если у одного ребенка есть высшее образование, то вероятность того, что у всех детей в семье есть какое-то образование, уже выше. Соответственно, если у них есть какое-то образование, у них есть какая-то работа. Если есть какая-то работа, значит, вас не будут просить деньги. Просто это элементарно. Даже если семья непорядочная, наглеть сразу так никто не станет. Это как показывает практика. Поэтому помогать семье или не помогать семье, это уже каждый решает сам. У нас точно так же живут мужчины и женщины там вместе. И если у кого-то из родителей что-то случается, обычно помогают. Часто там бывает наоборот, когда у наших там пенсионеров есть пенсия, они детям помогают. Я как бы не считаю, что нормально, но у нас такое тоже есть. Здесь пенсии маленькие, поэтому здесь приходится родителям, дедушкам, бабушкам рассчитывать в основном только на детей. И пока как бы дети работают, они там что-то делятся с семьей. Это абсолютно нормальная история, это просто стоит принять. Это не только на Филиппинах, и в Китае то же самое. Там точно такой же культ семьи, там многие вещи, конечно, отличаются, но очень многие столбы, на которых как бы вся Азия держится, они общие. В
плане семьи и помогать своей семье. И в Таиланде то же самое, и во Вьетнаме то же самое, ну и во многих странах Азии, Юго-Восточной Азии то же самое. Поэтому не стоит из-за этого сильно париться. Вы либо принимаете это, либо не принимаете. Если не принимаете, то нужно сразу обозначать свои границы и искать такую девушку, которая вам подходит. Либо вы можете иногда немного там как-то помогать, если случаются какие-то проблемы. И потом, если у вас тоже что-то случится, вам тоже помогут. Там помогут найти какого-нибудь там адвоката, или помогут какой-то решить вопрос, или у кого-то там есть какой-то знакомый, который что-то умеет делать. То есть в любом случае вы здесь будете не одни. И вот так вот все обычно это работает. Я надеюсь, вам понравилось видео, вы почерпнули что-то новое, либо уже убедились в старых убеждениях. Если есть какие-то еще интересные вопросы или темы, можете написать в комментариях, и мы с вами их обсудим, и я расскажу про свой опыт в браке здесь, и как вообще все это происходит. И следующее видео я сделаю о том, как жениться на филиппинке, полностью весь процесс, это будет инструкция по оформлению документов по шагам. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в новых видео. Пока!